Привет всем! Спасибо, что зашли. Это канал Вуаля Ас и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я хочу поделиться рецептом двух безумно вкусных, полезных и бюджетных закусок. Каждая из этих закусок полезнее, бюджетнее и вкуснее другого. А готовятся они буквально на раз, два, три. Они готовятся настолько быстро, что я решила не готовить отдельные видео о каждой из них, а поместить их в одно видео. Вы же, просмотрев это видео, можете ввести в новогоднее, да и на любое другое праздничное меню одну из этих закусок, а может даже обе. Всем приятного просмотра, гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить в дальнейшем новые вкусные, полезные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Для приготовления этих закусок мне понадобятся следующие ингредиенты. Для закуски из редьки сама редька подойдет любая, а я сегодня беру одну красную и одну белую. Растительное масло, я использую оливковое, подойдет любое рафинированное, а еще лучше нерафинированное масло, сумах, сушеная мята. А для закуски из лука мне понадобится красный лук. В принципе, подойдет любой, но с красным луком эта закуска все-таки получается вкуснее. Кроме этого, в обеих закусках я использую гранат, петрушку и, конечно же, соль. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю внизу под видео. Друзья, вас также приветствует мой город ветров, и по ходу видео вы не раз услышите, как он это делает. Итак, с лука сняла шелуху, у редьки кожуру, помыла их хорошенько и положила в воду. Начну с лука. Лук у меня сегодня относительно большой, поэтому я его тонко режу полукольцами. Если лук небольшой, то желательно резать его кольцами. Так даже красивее получается. Для меня сегодня это не вариант, так как кольца получатся слишком большого диаметра, кушать такой лук будет неудобно. Поэтому я лук режу полукольцами. Солю лук и чуть-чуть перетираю его с солью. Вот тут ни в коем случае нельзя переусердствовать, перестараться. Сильно перетертый солью лук пустит много сока и станет совсем безжизненный. На столе он будет выглядеть, как будто бы закуска из лука не первой свежести. Все, достаточно. Пока откладываю лук в сторонку. Петрушку нарезаю мелко, но не так, чтобы слишком, и отправляю ее к луку. Сюда же отправляю сумах и гранат. Выжимаю полграната прямо на лук. Все хорошенько мешаю, и можно сказать, что первая закусочка готова. Перекладываю закуску из красного лука в вазу и слегка декорирую. Все, вуаля! Закуска из красного лука с гранатом готова. Согласитесь, ничего сложного. И вот такая вот красота. А
вкусно-то как, аппетитно. В словах не передать. Это только надо попробовать. Теперь перехожу ко второй закуске. Я сегодня редьку пропускаю через шинковку. Можно, конечно, пропустить ее через среднюю терку или нарезать ножом. Честно говоря, я тоже в разное время по-разному решаю этот вопрос. Как говорится, беру то, что под рукой. Закуска в любом случае получается вкусной и выглядит аппетитной. Так, редька готова. Теперь отправляю к редьке сухую мяту, солю, все хорошенько мешаю. Вот на этом этапе сюда тоже можно добавить сумах. Теперь заливаю сверху растительным маслом, вернее, заправляю закуску оливковым маслом. Выдавливаю гранат и все хорошенько мешаю. Ну что, можно сказать, и вторая закусочка готова. Закуску из редьки также перекладываю в вазочку и вуаля! Безумно вкусная и полезная закуска из редьки с гранатом готова. Друзья, а попробуйте и вы приготовить вот такие закуски из красного лука или же редьки, а еще лучше и ту, и другую. Не ошибетесь, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Как вы успели заметить, эти закуски готовятся из самых заурядных продуктов, которые имеются в каждом доме и в каждом холодильнике. Обе эти закуски прекрасно сочетаются с мясными блюдами, с блюдами с курицей, с рыбными блюдами. Особенно закуска из красного лука отлично сочетается с горячими рыбными блюдами, приготовленные в духовке, да и с жареной рыбой. Поверьте, идеальное сочетание, просто идеальное. Всем приятного аппетита и счастливого Нового года! Мира и добра нам всем! Друзья, пользуясь случаем, благодарю всех, кто был со мной в уходящем году. И очень надеюсь, что в новом 2024 году Вуаля Ас соберет вокруг себя побольше друзей. Я неоднократно отмечала, что я не кулинар и не повар. У меня нет соответствующего образования. Зато я обожаю готовить. Смело экспериментирую на кухне. И если получается вкусно, делюсь своим опытом, какими-то лайфхаками, если сказать современным языком. Получаю от этого огромное удовольствие. Мне очень приятно видеть вас на своей странице, читать ваши комментарии. Спасибо вам за доверие и поддержку. Вот и сегодня. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые практичные и вкусные видеорецепты от Вуаля Ас. Делитесь моими видеорецептами на своих страничках в соцсетях или просто заходите в гости. Я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!